Здорово, работяги! Как дела? Что жуете там? Добро пожаловать на новый ролик. Не знаю, стоило ли его делать вообще, я размышлял, выпускать этот ролик или нет, просто это было частью моей жизни. Свыше 3000 часов было проведено мною в одной очень интересной зомби-выживалке, на которой я раньше был помешан. Unturned. В ней я зависал целыми днями и делал по игре ролики, у меня было даже 2 канала, вот только по ней. Но как-то тогда не сложилось, хотя все шло хорошо. Сейчас же я хочу вместе с вами посмотреть на игру и сделать вывод, стоит ли играть в Unturned в 2022 году. Посмотрим на все механики, сервера, пушки и возможности, которые дает нам выживалка. Готовьте чай, печеньки, бутерброды и давайте начнем. Вы, кстати, только поглядите на эту печальную статистику. Больше 90% зрителей смотрят видео без подписки. Просто капец. Подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео. Мне будет приятно, а вам я сделаю быстрее новые ролики. Как я уже говорил, за Unturned было проведено немало бессонных ночей. Мы исследовали новые карты, делали ачивки, лутали, строили и наслаждались кайфовым геймплеем. Тогда это было реально круто. Хотя это и очередной кубач. Сегодня я хочу освежить свое мнение о игре, посмотреть, так скажем, трезвым взглядом, что там новенького и как дела с разработкой. Унта — бесплатная зомби-выживалка. Выпущена игра была в 2014 году, хотя мы еще начинали в нее играть, когда проект был в сырой полуальфе. Тогда и трава была более жухлой, и зомби сильнее. Но затем Unturned релизнулся с версией 2.5 и 3.0, что стало переломными моментами игры. Попер огромный онлайн, доходило даже до 100 тысяч. Игроки выживали на ванильных серверах, фармили лут и изучали игру. Это было золотое время, когда мы вместе со всеми развлекались и делали ролики. Сегодня Unturned — это уже готовая и допиленная игра, в которой приятно проводить время. Сюжет которого нет. Раньше догадаться, что и как происходит в игре, было очень сложно. Сейчас картинка немного прояснилась, и я могу вам поведать предысторию, небольшую. Когда-то давно военная база 51 сбили летающую тарелку, которая патрулировала обильные ресурсные места Земли. За исследование тарелки взялась организация Scorpion 7. Ее лаборатории были разбросаны по всем точкам мира, и они проводили эксперименты с людьми и растениями. Так появились эти зомби и их виды. Вот и все. Конечно же, по миру игры разбросаны записки выживших, которые чуть рассказывают о происходящем, но не сильно. Выживание. Как там все происходит? Ваш персонаж — это изначально хрупкая оболочка. Ему нужно есть, пить, лечиться и вооружаться, чтобы противостоять жестоким реалиям игры. Все ресурсы можно найти в мире, или даже если найдете какой-то мусор, можно будет скрафтить оружие и одежду. Еду вы найдете на фермах и в городах практически везде. Можно даже вырастить и семечек. Есть рыбалка и охоту для любителей. Медикаменты аналогично добываются в городах и на лабораториях. Базовые бинты можно скрафтить из тряпок, а вот лекарства от заражения, увы, нельзя. Нужно искать. Если вы получите урон от зомби, то инфекция будет расходиться по телу и со временем убьет. С оружием дело посложнее. Есть оружие ближнего боя типа бензопилы, биты, ножей и прочих приблуд, которыми можно огреть зомбака по башке. Можно найти гражданское оружие и военное, автоматы, пистолеты, пулеметы и снайперки. Есть даже луки для любителей. Лук или винтовку можно скрафтить еще на старте. Оружие прикольно тем, что его можно модифицировать установкой модулей, оптики, прицелов, магазинов и всяческих ЛЦУ. Вещи же лежат абсолютно где угодно и имеют свой параметр защиты. Военные шмотки всегда лучше обычной одежды. Есть еще каски, бронежилеты и рюкзаки. И тут уместно сказать, что в инвентаре у вас будет симулятор Тетриса. Нужно будет компактно так укладывать лутецкий, чтобы вынести как можно больше. Любители строить домики тоже могут потешиться в этой игре. Из дерева и металла можно построить кибитку или целую базу с сундуками, мебелью и прочими радостями жизни, которых вам не хватает в этом суровом мире. Сюда же можно добавить и крафт. При прокачанном навыке можно скрафтить что угодно, даже взрывчатку. Главное все найти. Чтобы перемещаться по карте, есть разнообразный транспорт, который можно найти в самых неожиданных местах. Можно полетать на самолетах или вертолетах, прокатиться на абсолютно разных машинах и даже на военной технике, типа танков или на боевых вертолетах. Ну и еще есть всякие мореплавательные машины.
Комьюнити создало тысячи модов на разные тематики с новыми пушками, картами, машинами, и на большинстве серверов используются какие-то моды, которые чуть-чуть упрощают или добавляют геймплейных фишек. Что касается модов, то тут можно собрать для себя что угодно и поразвлекаться в одиночном режиме. Серверы сейчас строго делятся на несколько типов. Выживание с зомби на больших картах, ванильные и кастомки, мод-шутеры — это режимы, где есть куча китов, все бегают и просто стреляются между собой. RP Live сервера, начинаете с обычного жителя, собираете там деньги и поднимаетесь по карьерной лестнице. Наверное, самые популярные сервера сейчас. Тематические модовые сервера, например, посвященные Звездным войнам или Второй мировой, напичканные модами на шмотки. И Battle Royale сервера, стандартный такой режим с сужением круга. Стреляетесь и запираете топ-1. По RP Live сервакам ютуберы пилят контент, поэтому там вся концентрация токсиковой школоты. А вот на выживалке можно встретить даже норм-челов. Скины и политика. На данный момент игра полностью бесплатная, но можно купить VIP Gold статус, что дает вам некоторые возможности. Ваш ник будет всегда светиться золотистым. Вы получите набор скинов, эмоций и сможете настроить внешку персонажа, а также сможете играть на премиум серверах. Относительно редко выходят фиксы, исправления и обновы, но к крупным обновам разработчик прикладывает минимум усилий. Почему? Так как время от времени выпускаются карты с пушками, техникой и броней, которая делает комьюнити, а не разраб. Он только лишь заливает это к себе в игру и делает лутбокс под эту карту с уникальными тематическими скинами. Но на этом все не заканчивается. Хотите перекрасить любимую пушку или купить костюм? Для этого в игре есть лутбоксы, в которых может попасться рандомный лутецкий, который будет стоить денег на торговой площадке. Также скины просто падают за игру, но на редкие можно не надеяться. Но есть еще скины, которые продаются на странице игры. Это уникальные костюмы, которые строго продаются за реальные бабки и не могут быть проданы, но их только можно передать. Комьюнити в игре, оно самое стандартное для фри-то-плей проекта. Школьники, молодые студенты и всякие детки, и токсики. Без этого тут никак. Только вы будете контачить с ними довольно редко, так как карты в игре не маленькие, и зачастую вы стреляетесь друг с дружкой, а вы не разговариваете по voice-чату. Но на RP серверах там все по-другому. Нужно будет много о чем-то говорить и решать вопрос. Чел, убей меня, пожалуйста. Комьюнити нормально, сравнимо со сталкрафтовским и с другими фри-то-плей проектами. Стоит ли играть в Unturned в 2022 году? На самом-то деле игра толком не изменилась, хотя в нее я не играл уже как 2 года точно. Иногда выходят обновления, которые что-то там фиксят и поправляют, но особого развития в ней нет. Все та же прикольная и живая графика, все те же зомби и процесс выживания. Появилась тонна скинов и лутбоксов, которые можно купить. Сервера кишат людьми, а игра стабильно держится на плаву. 30-50 тысяч онлайна есть. Если кто-то из вас искал себе Rust для бедных с крафтом зомби и разнообразными серверами, то добро пожаловать в Unturned. Даже если вас раздражают школьники, вы не любите с ними контачить, но все равно любите зомби-жанр, то вас никто не заставляет с ними говорить, просто пускайте пулю в лоб и все. На скины никто не заставляет донатить, и можно играть в свое удовольствие. Если вы вообще плохо знакомы с жанром выживалок, можно смело начинать с унты. Это будет хороший старт. Но если вы опытный дядька, который отвоевал овер дофига часов в выживалках, лучше пойдите в Days или Zomboid. Вы получите больше игрового экспириенса. А Unturned, вернее Unturned 3.0, это уже по большей части просто платформа для творчества и RP серверов. Я вот лично жду Unturned 4.0, который нам показывают, но все никак она не может выйти в релиз уже точно так года 3, наверное. Потому что разработчику довольно тяжело. Ну, работяги, вот как бы и все. Unturned больше давно уже не занимает места в моем сердечке, но игра все такая же прикольная, и знаете, отметка внутри осталась. Если все-таки выйдет Unturned 4.0, то я обязательно в нее поиграю и сделаю для вас ролик. Что вы думаете об Unturned, работяги? Пишите комментарии. Как всегда, все прочитаю и пролайкаю. А на этом все, будем с вами прощаться. Пойду делать следующий видосик по кое-какой игре. Спасибо, что досмотрели ролик до конца, и пока, работяги.